Жаркое техасское солнце висело прямо над головой, и городок Сухая река будто замер в ожидании. Пыль поднималась от редких шагов, из окон салуна выглядывали любопытные лица. Сегодня здесь решалась судьба нового ковбоя, Джеймса Харпера. Джеймс был бродягой, в поношенной шляпе, с револьвером на поясе и шрамом через щеку. За ним тянулась слава меткого стрелка и человека, который никогда не задерживался на одном месте. Но на этот раз все было иначе. Он хотел остаться. Шериф, коренастый мужчина с седой бородой, вышел на середину улицы. В его голосе звучал металл. «Слушай сюда, ковбой. У нас закон простой. Если хочешь поселиться здесь, обзаведись семьей. Город не держит одиночек. Так что выбирай любую женщину и женись». Толпа зашепталась. Женщины в пестрых платьях переглядывались, кто-то поправлял локоны, ожидая, что ковбой выберет именно ее. Красавицы улыбались, притворно опуская глаза. Мужчины ухмылялись, им было интересно, что сделает чужак. Джеймс провел взглядом по рядам. Он видел алые платья, золотые серьги, тонкие талии. Но вдруг его внимание привлекла девушка, стоявшая чуть позади всех. Ее звали Мэри. Она была полной, в простом голубом платье и с длинной косой. Она старалась отойти в сторону, чтобы на нее не смотрели. Джеймс шагнул вперед и, к удивлению толпы, указал именно на нее. «Я выберу ее». На улице повисла тишина, а потом раздался смех. «Да он спятил!» — выкрикнул какой-то парень. «Вон, красавицы стоят, каждая как картинка, а он жениться надумал на Толстой». Кто-то хмыкнул, кто-то прыснул со смеху. Мэри опустила голову еще ниже, готовая провалиться сквозь землю. Но ковбой не дрогнул. Он положил руку ей на плечо и твердо повторил: «Она будет моей женой». Шериф прищурился. «Объяснись, Харпер, почему она?» Джеймс выпрямился и заговорил громко, чтобы слышали все. «Красота внешняя, шериф, это словно пыль на ветру. Сегодня она здесь, завтра ее унесет. Я прожил долгую жизнь в седле и понял одно: куда важнее, что у человека внутри. В ее глазах я вижу доброту и силу, а это ценнее, чем тонкая талия и яркое платье». Толпа стихла, смех оборвался. Люди переглядывались, кто-то даже кивнул, признавая правду в словах ковбоя. Мэри подняла голову. В ее глазах засияли слезы, не от обиды, а от того, что впервые кто-то увидел в ней больше, чем просто внешность. Шериф молчал несколько секунд, а потом усмехнулся. «Ну что же, ковбой, слова твои крепче пороха. Раз выбрал, держи слово. Оставайся». С того дня Джеймс и Мэри стали семьей. Он построил для нее дом на окраине города, а она наполнила его теплом и заботой. Сначала люди удивлялись, перешептывались, но вскоре поняли: ковбой сдержал слово. Он был счастлив с ней, искренне, по-настоящему. И всякий раз, проходя мимо их дома, жители Сухой реки вспоминали тот день на Пыльной улице. День, когда один ковбой доказал: настоящая ценность человека не в красоте, а в сердце.